Здравствуйте все, кто меня смотрит. С вами Татьяна. Сегодня шьем вот такую текстильную корзинку. Было много комментариев с просьбой показать процесс создания. Не будем откладывать и сейчас приступаем к работе. В этой корзинке в качестве основы я использовала плотную ткань. Вот такую. Это диагональ. Она тонкая, но плотная. В сегодняшней корзинке я захотела сделать основу из драпа. Можно взять любую плотную ткань, можно взять и джинсовую. Но мне джинсовую сюда жалко, джинсы у меня найдут другое применение. Я вырезала по бумажной основе деталь. В конце видео я покажу и детали, все размеры, чертежи. Как уплотнитель я буду использовать серпянку. Я наклею ее для большей жесткости в 2 слоя. Как уплотнитель можно использовать вот такую подложку под ламинат, но тогда ее уже нельзя будет прогладить. От горячего утюга эта подложка станет тонкой, как бумага. А есть еще вот такая потолще. И также можно использовать пластиковые салфетки для стола. Я срезала лишнее, и дальше начинаем творить. Надо оформить переднюю и заднюю часть нашей корзинки. Положим пару-тройку лоскутиков голубого цвета, а нижнюю часть я закрою любой зеленой тканью. Она большей частью останется внизу, и это будет просто служить как фон. Кое-где будет проглядывать. У меня есть вот такая длинная полоска зеленой ткани, и я ее буду использовать. Она как нельзя лучше сюда подходит. Лишнее я обрежу, а на голубое я еще вот такой лоскутик положу. Зеленых лоскутиков нам понадобится самых разных оттенков. Я вырезала тканюшки вот такими зубчиками, зигзагообразно. Сюда я положила кусочек органзы зеленой. Здесь другая ткань. Сверху прикроем узкой полоской. И сюда набросаем еще мелочи разной. Я поменяла лоскутик и сюда посадила одуванчик. Ну и дальше я продолжаю накрывать полянку. Таким образом, все мелкие лоскутики можно сюда уложить. Добавляем потемнее что-то. Продолжаем играться в лоскутики. Дальше посадим меленькие цветочки. Это вот такие искусственные цветы из магазина. Также из обрезков тюля я вырезала вот эти шишечки и разбросала их по полю. И вот полянка наша готова, и осталось добавить хорошего акцента. Ну, в виде, например, вот такой ромашки. И еще полромашки сюда положим. Все это накрываем органзой. Ну, а дальше накрываем мокрой тканью и утюжим. Скалываем и под машинку. И вот вторая деталь нашей корзинки. Я ее уже простегала. И вот она такая плотненькая получилась. И это то, что нам нужно. На простеганную деталь, на клеевой флизелин, я приклеила подкладку. И затем эту деталь я окантовала косой бейкой шириной 3,5 сантиметра. Вот такая беечка. Вы знаете, она такая очень приятная на ощупь, она такая упруго-мягкая. По выкройке я вырезала деталь донышка, и я сейчас на нее, на эту деталь наклею серпянку. Серпянку буду клеить, не заходя за припуски. И тоже я сделаю это в 2 слоя. При стежке серпянка абсолютно не мешает стежке, так как подкладка у меня шелковая, и мне надо ее изолировать от серпянки. Для этого я положу кусочек синтепона, и мне его надо приутюжить.
После обработки горячим паром синтепон стал таким тонким и плотным. И я его выкроила также, не заходя на припуски. А теперь накрываем подкладочной тканью и стягаем. Кстати, синтепон такой упругий, и его можно использовать и для передней и задней стенки корзинки. Ну и вы, наверное, заметили, что припуски на шов у меня только с коротких сторон. Следующая деталь у меня ручки. Я вырезала по 2 детали и сшила их по короткой стороне. Здесь также припуски, только по коротким сторонам. На эту деталь из джинсовой ткани я наклею 1 полоску серпянки. На серпянку из плотной ткани я выкроила вот такие также 2 детали. И уже на эту плотную ткань я положу деталь подкладки. И также все 3, вернее, если учитывать, что еще серпянка, все 4 слоя я тоже простегаю. Вот я простегала детали. Хочу добавить, что не надо бояться стягать драп вместе с уплотнителем из серпянки. Как правило, драп достаточно рыхлая ткань, а серпянка это все-таки сетка, и игла свободно проходит сквозь слои, сквозь ячейки. Вы видите, что я поменяла нитку на более темную. И так мне нравится больше. И это смотрится интересней. Теперь эти детали надо соединить. Соединять буду вот таким образом. У нас вот такая должна получиться деталь. Я соединила детали, боковушки с донышком. Швы я сразу обработала бейкой. И вот такая конструкция у нас получилась. И срезы этой детали я окантую той же косой бейкой. Девочки, у меня опять исчезла часть снятого материала, и мне уже это не смешно. В основном это процесс сборки. Покажу на готовом изделии. Вот на детали донышка и боковой части я нахожу середины, делаю метки, затем эти метки совмещаю и шить начинаю от этих меток вот сюда. Шью крепкой ниткой, прихватывая то с одной стороны, то с другой, с одной, с другой. И получается вот такой вот крепкий шов. Дойдя до конца, я делаю несколько стежков обратно, затем возвращаюсь, закрепляю здесь и опять на несколько стежков возвращаюсь назад и где-то здесь прячу конец нитки. На этом промежуточном фото видно, что детали соединяются с изнаночной стороны. Ну и вот выкройки с размерами. Это основные 2 детали, донышко и ручка, совмещенная с боковой частью. У меня есть еще идея по созданию текстильной корзинки, и я намерена ее осуществить, возможно, в ближайшее время. А сегодня я практически повторила свою предыдущую работу. Готовая текстильная корзинка. Ее можно использовать по любому назначению. Хотите на кухне, хотите под пряжу, под клубочки, под рукодельные принадлежности. А вообще она задумывалась как пасхальная. Надеюсь, я вдохновила вас на создание такой текстильной корзинки. Если вам понравилось, пишите комментарии, делитесь в соцсетях, получайте уведомления через колокольчик, достаточно на него просто нажать. И если вам не жалко, ставьте лайк. И до скорой встречи!